Всем привет! В общем-то, взялись мы за ванную уже более основательно. Женя здесь проштробил выемки под трубы для смесителя, для душа. И что мы сейчас делаем? Женя, расскажи. Что ты делаешь сейчас с трубами? Ты их просто... Ну, достать их надо, отрезать же. Нам надо вот эти трубы сделать по-своему. Да. Короче говоря, здесь кое-где отрезать. Достать. И что мы обнаружили сейчас, Жень? Покажи. Как сделали строители. Строители сделали нам Вот вот такое так. крепление через трубу. Как есть тут То еще вода? есть трубы у нас держались на вот этом креплении, на саморезе сквозь трубу горячей воды. Вы представляете? Это вообще нонсенс, как у нас еще это все не потекло здесь. А ведь это все было за плиткой, и если бы мы здесь не меняли ничего сейчас, не взялись, да, за замену, то со временем это по-любому бы потекло, протекло. Да, конечно. И все бы это оказалось и у соседей снизу, и у нас в итоге, и плесень на стенах, и все подряд, все вытекающие последствия. Пока бы плитку не скрыли, да? Вообще просто вот это какой-то кошмар. Мы вот всю квартиру здесь, грубо говоря, переделали, этот ремонт, и везде вот Надо свои какие-то приколы. отрезать. Да, везде свои приколы какие-то появляются. Женя купил себе аппарат для сварки полипропиленовых труб. Сейчас будет сам паять. Приехали в Дуброво в гараж выгрузить елку наконец-то, которая у нас лежала до сих пор. И кое-что тут еще у мамы взяли. Она отдала нужные горшки из-под цветов. И комодик небольшой пластиковый тоже надо убрать в гараж. Поставь куда-нибудь в уголочек туда, может, чтобы не мешался. Куда? Вон туда, вон, что это, термос там стоит, да, или что? Ну хочешь вот сюда поставь. Весной будем здесь разбираться, да? Взяли для елки, чтобы ее упаковать. Вот такие мешочки, пакеты для колес. Паски разъезжали. У меня 4 года лежат, не Ну вот порвались. как раз, да, они плотные, хорошо. 2 Да. или 4? Нет, два хватит, я думаю. Так, на улице. Еще один? Давай, может, этот завязал? Ну, пакет на помню. Нормально. Завязывай. Ну вот и все, мы здесь быстренько, ненадолго подъехали. Прохладно сегодня на улице, -8 показывает, мы уже отвыкли от таких температур. За последнее время все +2, +3, +4, а сегодня даже снег выпал немножко. Вот такие здесь гаражики, кирпичные, одноэтажные, небольшие. Вон сколько рядов. А с этой стороны они повыше. А вот здесь у нас ГДО. Ну, как оно сейчас называется, я не знаю. Раньше называлось ГДО. Здесь даже кинотеатр раньше был. Еще когда вот в моем детстве здесь у нас был кинотеатр. Представляешь, мы сюда ходили, фильмы смотрели. Вот, потом здесь есть типа актовый зал, или как он называется, концерт какие-то показывают здесь. Ну, такой он маленький, небольшой. Сейчас я не знаю. Может быть, по-моему, зал так и остался. Но фильмы здесь уже, конечно, давно не крутят никакие. Такой вот городочек небольшой, где живет мама у меня. Да, Женька? Вот здесь вот школа. Вот это вот первый корпус, это младшая школа. Туда дальше это... Можем, кстати, проехать мимо. Туда дальше это старшая уже школа. Здесь до 3 класса, а там начиная с 4, да, сейчас перепрыгивают классы, нет? Я тоже не знаю. Нет, не знаю. Вот здесь я проучилась с 1 по 11 класс.
И раньше здесь территория не была закрыта. Сейчас все закрывают. Раньше все было это открыто, конечно. Я тоже здесь учился 1 по 1. Такой врушка, ты даже здесь не жил. А здесь вот как называется? Стадион школьный. Да. Мы здесь раньше сдавали нормативы по физкультуре. 100 метров бегали здесь. Так интересно. А здесь стояли турники, но вот не вот эти. Да, другие были. Так что вот так. И на этом городок заканчивается. Вот там уже все. Там уже дачи пошли. А здесь тоже вот гаражи у нас немножко есть. С этой стороны. А вот с этой стороны. Вот такой городочек. А там впереди военный госпиталь у нас. О, Чижик, смотрите-ка. В Дубровой Чижик есть. Возьмем к чаю, наверное, да, попьем. Зашли мы все-таки в этот Чижик. Ну, давай с абрикосом, ну, сейчас я, ну, давай такой. А Жене еще сухариков захотелось. Да, зеленушечка, да с томатиком-то, а? Ну, тебе нравится? Да нет, я особо уже... Давно они прошли, мне кажется, эти сухарики все. Кабачок вот еще решили один взять. Ну вот, в общем-то, и все, мы здесь не задержались. Сейчас перекусим пюрешечкой у мамы. И здесь еще курочка. И огурчики. И Женька сидит в телефоне, как всегда. Ты знаешь, как надо купить 2 американки? Обед, Жень. Какие американки? Попили чаек вот с этими печеньками. Смотрите, какие они. Прям мягкие, такие нежные. Очень мягкие. Разламываются прям. И прослоечка такая фруктовая. Вкусная. Это вот эти вот мы только что в Чижике взяли, которые. И сливочное суфле. Тоже вполне себе. А еще мама нам настоятельно рекомендует попробовать вот такую творожную массу. В Дикси продается, говорит. Дала нам на пробу домой с собой взять. С грушей миндалем. Говорит, очень-очень приятная, вкусная. Мы уже приехали. Показываю вам, как есть. Смотрите, что у нас осталось после завтрака. Какой бардак. Сейчас буду это все прибирать. Это просто какой-то кошмар. Смотрите, какие у меня есть гиацинты красивые. Какая прелесть! Вы не представляете, какой у них аромат. Такая красота. Это Женя мне принес на 14 февраля. Мы особо этот праздник не отмечаем, но получить такие цветочки было очень приятно. А это нас мама угостила, как всегда, шоколадками. Мы как к ней в гости приезжаем. Без шоколадок оттуда не уехать просто. И вот такую еще шармельку она нам вручила. Зефирчики в шоколаде очень вкусные, кстати. Кабачок, который мы в Чижике купили. Я уже сняла новогодние полотенца. Наконец-таки. Нужно теперь сменить, повесить другие. Вон они у меня лежат в стирку приготовленные. И вот этот букетик тоже нужно уже заменить на что-то другое. Хоть он и такой зимний, у нас еще февраль, да, как бы, но хочется уже сменить эту картинку. И вот этот вот букетик его тоже надо заменить уже на что-то более весеннее. Мы ждем весну, будем ждать весну. Так, убираем кабачок. Я смотрю, у меня здесь, вспомнила, капуста еще лежит. И есть еще квашеная капуста. И я, наверное, сварю тогда щи. Или завтра, или послезавтра на 50 на 50 добавлю и свежей, и квашеной капусточки. Вот что я сделаю. А еще я вспомнила, что мы все-таки никак не осилили вот эти бананы. Что-то они нам в этот раз не зашли совсем. Я их сейчас почищу и заморожу. Вы знаете, увидела рецепт в интернете. Банановый кекс, банановый рулет даже, скажем так. И, наверное, в ближайшее время я испеку этот банановый рулет. Он должен быть очень вкусный. Что еще здесь у нас интересного? Вот эту творожную массу мы все-таки
забрали у мамы, точнее, она нам ее впихнула просто, говорит, попробуйте обязательно. Вчера мы ели помело, очень-очень вкусно, на них сейчас идет сезон, покупайте, берите, они прям сладкие. Сегодня будем доедать. Так, мне не нравится, что она на пластиковой этой штуке стоит, она прогибается, сейчас я по-другому это все сделаю. Так, и мама нам положила еще пюре картошки, которую мы сегодня ели в обед. Она нам положила в контейнер. А это пирог вчера яблочный. Женина мама давала. Очень вкусный, очень мягкий, прям очень-очень вкусный. Один кусочек остался всего. И вот видите, я их чищу. А они, смотрите, они абсолютно нормальные. То есть я, наверное, заморожу все-таки штучки 3, а 2 нам оставлю, съедим завтра на завтрак. Кстати, бананы можно замораживать как чищенные, так и в кожуре. Но чищенные, они хранятся в морозилке дольше. А еще можно приготовить смузи. У меня, кстати, здесь есть уже в пакетике несколько штучек, тоже вот как-то не съели немного, я их заморозила. И эти сюда же идут. В любом случае, так они хотя бы не пропадут и пойдут в дело, только чуть позже. А эти 2, если мы завтра не съедим, их постигнет та же участь, что и предыдущие. Вот так вот. Еще бы вот с этой полочкой разобраться. Ну, как с полочкой? Это гладильная доска. Я про картошку забыла с морковкой, тоже нужно убрать. Как полочка, я говорю, это гладильная доска, но вот она у нас вместо полочки сейчас пока что используется. Смотрите, сколько у нас чая рассыпного. Это просто вот... Куда его столько? Я не знаю, зачем мы его столько купили. Он всякий разный здесь. И улун, и черный, и зеленый, со всякими вкусами. Вон манго, жасмин, клубника со сливками, луговые травы, фруктовый бум. Надо все это пить. И сейчас я хочу курабье пересыпать вот в эту баночку. Она не грязная, просто сегодня достали отсюда последний пряник. Подготовила свои корзиночки для овощей. Готовы. Красиво и удобно. Ну вот и почище стало. Хорошо. Варочную поверхность тоже протерла, все столы протерла, мойку сверху тоже протерла. Вот здесь я протираю только на ночь уже, по 100 раз на день не тру. Вот, и осталось заменить только вот эти плейсматы. Они грязнятся, конечно, с максимальной скоростью. Чистые постели ж уже в этот же день они грязные, но на то они и есть, для того и существуют. Все. Хорошо, приятно. А вот это совсем приятно. Так, давайте я вам расскажу, что здесь происходит. Женя сейчас будет вешать бойлер. Мы его будем вешать вот в эту нишу, где у нас розетка. Уже демонтировал унитаз. Поехал за анкерами, чтобы навесить бойлер. В комплекте были, но они не подходят. Кстати, он уже подъехал, звонил сейчас в домофон. Пока здесь не видно. Вот. А я в это время варю щи. Вот они у меня здесь стоят, варятся. Здесь уже добавила я капусту квашеную и немножко еще добавлю свежей. А вот и Евгений Евгеньевич у нас пришел с крепежом. Это... вот так он выглядит, химический анкер. Есть в колбах. Посоветовали повесить бойлер на химический анкер, потому что стены у нас газосиликат. Ну, плохо они держат в себе это все и рассыпаются. Будем вешать на эти анкера и плюс заполнять вот этим хим составом, да? Да. Чтобы они... А не вырвет у нас кусок? Хоп. Нет.
Почему? Не должно, да? У нас расстояние большое. Ну все, тогда будем сажать вот на такие крепежи. И Сверло, сверло, смотри, какое ничего нашел. себе, сверлышко 18 Смотри, диаметр, такое божеское огромное. нашел. Это В еще закромах, оригинал, да? да. Ничего себе. Таких уже и нету у нас Да, нашел. в продаже. И это сказал, титан оригинал. Может, в магазине. Ну, это не Леруа, это вот Титан. там. Да, я Хаускин. поняла. Анкер-химический титан. Да, кстати, я титан тоже давно не видела такого. Ух, ничего себе сверло. Смотрите, какое сверлышко. Это нам подожди, подойдется даже нам. Надо больше на 2. Прям почти все надо сверлить. Угу. И будем засверливаться вот в эти отверстия. Здесь у нас будет висеть наш накопительный водонагреватель. Время у нас как раз около обеденное. Успеют свариться щи. Бульон я варила вчера. Процедила его вчера. Вот сегодня добавила только капустки. Сейчас еще добавлю картошки. Мясо тоже вчера все сварила, разделила. Сегодня его все уже здесь добавлено. Порезала его прям на маленькие-маленькие кусочки. Порвала, можно сказать. Вот. Так что осталось совсем немножко. Сейчас вот это вот закипит, сквашенный, то, что капуста, я добавлю свежий, наверное, минут через 10. И вместе вот с этой капустой закину уже и картошку. Кстати, пол на кухне у нас теперь немножко голенький. Сняли коврик для стирки, но у меня есть второй. Я специально для замены второй еще покупала. Надо постелить его, покажу вам, какой он. А Евгений Евгеньевич наушнички вставил себе в уши, чтобы меня не слышать. Но это я так смеюсь, конечно. И будет сейчас засверливать отверстие. Вы видели, какие у нас несущие стены? Это просто вот в секунду все сверлится. Ну здесь же стоит туда дальше уже эти Ну а же. там дальше плита. И он. А здесь нет плиты. А с этой стороны нет. И, наверное... Там нету. Нету. С одной стороны только монолитная, да, плита Да. вот эта. Вот он у меня второй коврик припасен. Новенький еще. Ни разу его не использовала. И он тоже двухсторонний. Сейчас покажу. Сюда его затащила. Полностью не буду пока разворачивать. Надо сначала полы пропылесосить, помыть, потом уже расстелить. Одна сторона совсем темненькая, а другая, смотрите, какая красивая. Светлый беж, мне кажется, это светлый-светлый беж. Или такой топленый белый. Не знаю, неважно, короче говоря. И коричневые разные оттенки, ромбы. Вот. Вот такой вот он. По размерам точно такой же, как и предыдущий, который в стирку отправился. И орнамент, видите, какой? Ну, красивый. Должен смотреться здесь тоже хорошо. Добавлю лаврушечки в наши щи. А капусту я пока уберу в холодильник. И, наверное, у меня здесь еще немножко вот такой осталось. И, наверное, сделаем пирожки с капустой. Какой цвет красивый. Не могу. Сразу мою посуду. Не люблю, когда навалом все это приготовки валяется. Сразу освобождаю все пространство. Не нравится мне просто. Нашла в морозилке небольшой кусочек сала. Остался, сейчас порежем. Деревянной подставочки у меня никакой красивой под сало нету.
Используем крышечку. Обед готов. Черный хлебушек, сальцо и щи. Надеюсь, что вкусные получились. Евгений Евгеньевич, добро пожаловать на обед. Лежит. Там нужен патрубок системы дренажной. Угу, я все поняла. Единственное, вот зеленушки только нету, у нас никакой не взяли. Сюда бы хорошо сейчас или кинзы, или лучка зеленого, да? Ну все, крюки на месте. Женя все закрепил. Теперь, думаю, точно выдержит наш водонагреватель. Закрепили внутри химсоставом, который вам показывали. А теперь едем в Леруа. Нужно докупить фитингов для подключения водогрейки. Сегодня уже не будем этим заниматься. Подготовим все, что нужно. И завтра уже, короче говоря, я одеваюсь. Завтра будем вешать наш водонагреватель. Мы уже прибыли. Вон Женька со своей книжечкой идет. Все туда записал, зафиксировал. Машин вообще нету. Набрали тут немножко. Вот это вот малая малость у нас получилось почти на 3000 рублей. 2900. Ремонты нынче дорогие, очень дорогие. Ходим, гуляем по глобусу уже. Хочу тесто взять. Есть дрожжевое сдобное 500 грамм, килограмм. И есть вот такое вот сдобное для пирожков. Ну такой надо. Давай такой возьмем. Женя, вон рыбку себе какую-нибудь присматривает. Нашел себе игрушечку в магазине. Передохнуть решил. Mortal Kombat. Сейчас будет файт. А где второй человек? Он невидимый стал. Как это? А у тебя нет такой функции? Нет. А вот он появился. Все, он выиграл. А здесь у нас уже всякие подарочки выставили к 23 февраля и к 8 марта. Выбирай не хочу. Сладости всякие. Это уже не сладости. Тюльпанчики. У кого скоро дачный период начнется, у нас нет дачи, огорода. А вон здесь тоже полно всего, чего только нету. Семян там вон целые стеллажи. Горшки, лопаты, укрывные материалы, парники. Все, что хотите. Уголек, скоро шашлычки уже пойдут. Леечки, опрыскиватели. Кому надо, подходите, забирайте. Яды, удобрения, рулетки. Кому что? Жень, тебе что? Грунтово на любой вкус, целые палеты. Какого только нету. И большие мешки, и маленькие. И вообще на 42 литра, 50 литров, 329 рублей. А, это вообще грунт для биотуалетов. Первый раз такое вижу. Даже не знаю, что это. Для овощей. И ценники все разные тоже. А смотрите, какая милота, декоративные фигурки. Красота. Утятки. Желтенький, вообще прелестный. А вот эта лягуха просто безумие какое-то. Жень, я говорю, заходили, светло, вышли, уже темнеет. Ага. Уже фонари вон повключали. Прохладно сегодня. Тоже где-то градусов 8, да, минус? Нет, вы посмотрите на него. А я говорю, дома ешь с чаем по-нормальному, по-человечески. А он сейчас... Ну, здесь вкусные ромовые бабы. Они здесь очень пропитанные. Покажи, Жень. Тесто прям очень пропитанное, да, вкусное? Нет, ну что за человек, а вы посмотрите. Но он до дома ничего... Вода заморозилась в лед. Он до дома ничего не завозит. Не довозит, точнее. Все съедается на месте. Вот как так? Это ты что открыл? Ряженку? Что, допиваю? Мы уже вернулись домой из магазинов. Что мы взяли? Молоко, ряженка. Это мы взяли по скидке. 69 ряженка получилось, 62 молоко. Взяли вот такой салат морская капуста по-сахалински. Ну, это вроде бы просто обычная морская капуста. Она у нас получилась на 102 рубля. Дальше здесь что мы еще взяли? Здесь, наверное, в холодильнике
Ничего. Да, ничего же? Ничего, в морозилке. Сейчас посмотрим. Тесто я вам показывала, получилось на 120 рублей, здесь килограмм, дрожжевое сдобное. Дальше это мы взяли в Чижике, нет, это в Глобусе компотная смесь, по-моему, то ли 130 с чем-то, то ли 140 с чем-то. Крыжовник, слива, что здесь еще? Что здесь у нас? Клубника, слива, смородина черная, крыжовник, вишня. Компотика сварить, яблочки добавим. Так, а это в Чижике взяли 130 с чем-то. Тоже клубника замороженная. Но пригодится какой-нибудь молочный коктейль сделать или куда-нибудь в выпечку. Или в компот. Здесь у нас мясо, но это не сегодня. Стандартная наша частая покупка. Блинчики 227 рублей, когда дома их делать неохота. Песочное печенье, раньше они вообще вкусные были, похожи на вкус детства. Сейчас уже не совсем такие, но все равно приемлемые вполне, 59 рублей. Это производство Глобусов в кондитерке они у себя делают. На производстве у себя у них там кондитерский цех внутри есть, вот там они и производят. Тыквенные семечки. Я люблю, мне нравится, были по акции 199 рублей. Семушка, кстати, очень вкусные. Как-то раз брала другие, мне не понравились. Это мы заезжали в Чижик, яблоки взяли. Видите, они в этот раз небольшие, прям маленькие, но нам на компот поэтому подойдут. Свекла, ну и все, в принципе, безалкогольное пиво. Все, больше мы сегодня ничего не покупали. Смотрите, смотрите. Своя нож не тянет. Мы наконец-то его забрали. Дай картинку же не покажу. Наш душевой поддон. А вот это к нему боковушки, боковые стенки. Женька хочет на лифте. Я ему предлагаю пешком. Он говорит: ты сумасшедшая тетя. Он меня с собой не поеду. Я пешком пойду. Этот человек быстрее меня приехал. А я тут как улитка ползу. Она не тяжелая, что самое интересное. Она, говорю, поддон. Поддон и не тяжелая, просто неудобный. Все, поддон у нас стоит в комнате, занесли, а мы убегаем, хотим еще до магазина доехать. А еще я зашла на ВБшку, тут кое-что забрала, и забежала в Фикс, купила туалетной бумаги, папе мы берем. И смотрите, что там я увидела. Это из новинок, я так понимаю. У меня цвет этот, нет, на кухню не пойду, там такой бардак после обеда остался. Ну ладно уж, как есть. 179 рублей, по-моему, стоит. Она идет как бульонница. Это керамика. Смотрите, какой цвет. Он меня поразил просто в самое сердце. Все, собралась, мы поехали. Лохматая я. Что-то растрепалась я вся. Ну ладно. Мы тут гуляем немножко. Узнали магазин? Здесь распродажные полки. И мы кое-что урвали. Я вам даже покажу дома. Посмотрим, чего нового в этом отделе появилось. Попкорн видел, Жень, какой? С сыром. Я такие, кстати, упаковки не видела. Видел. Взял и обломал меня. А вот из батата. Плюс еще... А, это свекла или это батат разрезанный? Из батата. Из батата Батат с сыром. красный. А поверни упаковочкой. Нет, такие я не видела. Можно какие-то, да? Можно. Я знаю. По 149 рублей. А вот еще что-то. А, это кукурузное. 200 рублей. Итальянские макарошки. А кто знает, что это за мука такая панировочная? Она называется, смотрите как, семол или семолы. Она стоит 3,690. А здесь всего килограмм, да? Я вот первый раз такую вижу. Просто ценник такой. Я вот не знаю, в Казани раньше были такие приправы или это все новинка? Столько всего интересного. Ну, мы раньше не наблюдали, по крайней мере. Такие аппетитные упаковки для курочки с цукини. Но раньше мы их однозначно не видели. Заморозки тоже много интересного бывает здесь, да? Их больше не корейцы. Угу. А что это? Палетоне с грибами и сыром. Это что? Это в беконе завернуто? Да, и она внутри грибы и сыр. А мясо это что? Свинина? Свинина. Да, свинина. Как вам объемчик томатного соуса? Вон сколько здесь всяких булочек замороженных, хлеба. То, что в пекарнях продается, да, Жень? Штрудель, все, что хочешь. Макарунсы, пончики, донаты.
Чизкейки, да? Тоже вкусные, наверное. Новиночка какая интересная. Кукуруза барбекю по 280. И в сладком соусе чили по-мексикански. Ну и все, вышли мы из метро. Взяли себе чипсиков, сейчас доехать до дома. Обычные, Жень. Кусочек картофеля обычный, вот со сметаной. Не шурши, пожалуйста, я покажу по-быстренькому. Вот такие стаканы, термостаканы. Открой, Жень, я пока второй буду показывать. 49 рублей. Вы представляете? Да, до Нового года еще, конечно, далеко, но они такие классные, а стенки очень толстые. Ну, термокружки, обычные термокружки, которые к Новому году будут стоить рублей 400, если не больше, теперь с нынешними ценами. Классные. Взяли 2 штуки, всего на 100 рублей они получились, да? Ну, это супер. Ну, просто вот как не взять было. Это Жень на перекус себе чебурек взял. Тоже ничего, они по вкусу, кстати, нормальные. Панкейки, смесь для панкейков. Попробуем, какая она получится. Я тут на днях готовила сама тесто. Но что-то у меня не очень, если честно, они получились. Ну, немного не пропеклись, хотя Жень говорит, вкусные были. А вот теперь готовую взяли, посмотрим. Это у нас пудов. И взяла еще вот такую доску. Доска разделочная. Помните, я брала для мяса, для разделки мяса и для рыбы в фиксе пластиковую. Но мне она что-то не очень понравилась. Решили заменить. Будет светленькая, беленькая и чуть побольше размером. А по цене, Жень? 400 рублей. 429 и размер 35 на 25. Я думаю, вот это получше будет. Ну а так в метро мы заезжали просто прогуляться, если честно, немножко развеяться, поэтому и покупок-то и нет никаких особо. Так, походили, посмотрели, поглазели, да домой. У нас уже вон темно.